Это самая популярная лапша в Корее, а возможно и во всем мире. И речь сегодня пойдет о знаменитом шин-рамене от компании Nongshim. Но как вы уже заметили, на столе у меня целых 3 разновидности этой лапши, и я уверен, что многие не знают, чем они друг от друга отличаются. Так вот, сегодня мы с вами выясним, чем же уникален белый шин-рамен, а также шин-рамен Black, чем они отличаются от оригинального шин-рамена, попробуем их и, конечно же, выясним, какой из них вкуснее. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Если вы вдруг думаете, что шин-рамен Black просто поострее, а белый наоборот не острый, то вы сильно ошибаетесь. Все не так просто. Но давайте начнем с классики. Данная лапша была выпущена аж в 1986 году, и с тех пор и по сей день это самый продаваемый рамен в Корее. Многие корейцы знают вкус этой лапши с самого детства и ни с чем его не перепутают. Да я и, кстати, уверен, что многие из вас тоже обожают эту лапшу. Название шин можно перевести как острый, и знаете, это очень сильно характеризует вкус этой лапши, но также шин можно перевести как бог. И, собственно, многие по этому поводу шутят, говорят, что это божий рамен, поэтому он такой вкусный и все его любят. В общем, в корейской культуре лапша быстрого приготовления играет очень важную роль. Вы наверняка видели много раз в дорамах, как главные герои сидят и едят этот рамен в самых различных ситуациях. И знаете, даже в Корее есть такая тема, что если вдруг девушка вам внезапно предлагает пойти к ней, либо в мотель поесть рамен. Но это, знаете, как бы вам объяснить, это как у нас, если вам предлагают зайти на чай. Ну, если вы поняли, о чем я. Если вдруг не поняли, то окей, пояснительная бригада, я вас призываю в комментарии. Он просто поел рамен и ушел? Что? Рамен просто предлог. У них появится желание взяться за руки и обняться. И вот все употребляют этот шин-рамен больше 20 лет. Ну, конечно же, со временем вкус начинает приедаться. И что делает компания Nongshim? Она выпускает вот этот вот шин-рамен Black в 2011 году. Я прекрасно этот момент помню, потому что в то время его очень активно рекламировал Psy. Вы наверняка его знаете, Gangnam Style, все дела. Так чем же отличается шин-рамен Black от классического? Вот многие думают, что он просто более острый, но это не так. Дело в том, что компания Nongshim при разработке этой лапши стала добавлять внутрь больше экстракта грибов шиитаке. И именно это помогло сделать вкус этой лапши более насыщенным и более богатым. Зачастую они, кстати, и позиционируют эту лапшу как более премиальную версию классического шин-рамена, что при его производстве используются только лучшие, самые качественные ингредиенты. Если вы любите паназиатскую кухню, то наверняка знаете, что во многих корейских, японских, китайских блюдах зачастую используются такие ингредиенты, как сушеные анчоусы, водоросли, а также грибы шиитаке. И это не просто так. Дело в том, что в этих ингредиентах действительно очень много содержится усилителя вкуса, поэтому они зачастую используются как база для, например, приготовления бульона. В общем, это очень популярный вид шин-рамена, продается по всему миру, все его очень любят, я в том числе. Буквально 5 лет назад компания Nongshim выпускает вот такую вот лапшу. И знаете, это белый шин-рамен. Но это не официальное название. Официально он называется конмён шин-рамен. И дословно это переводится как сушеная лапша. Немногие из вас знают, но при производстве этих нами любимых дошираков лапшу перед тем, как ее упаковывают, обжаривают во фритюре. Благодаря этой технологии лапша может храниться очень долго, ну и плюс она может держать форму. Так вот, компания Nongshim при производстве вот этого доширака, скажем так, они пошли другим путем. Они эту лапшу высушили. То есть на волне вот этих, знаете, течений модных про здоровое питание, про то, что все стараются потреблять меньше калорий, все, что жареное, это вредное, компания решила выпустить, ну, такой более, знаете, легкий, более полезный вариант лапши быстрого приготовления. Даже если мы вот вскроем упаковки и посмотрим на саму лапшу, то она даже визуально очень сильно отличается от других видов. Вот, смотрите, вот так выглядит лапша из шин-рамен Black, а вот так выглядит лапша, которая конмён шин-рамен. Рядом поставлю, сравните. Прям по ней видно, что она сухая. Ну и благодаря этому она считается более полезной, что ли. Ну, по крайней мере, наверняка именно такую цель преследовала компания, когда производила конмён шин-рамен. Смотрите, здесь даже на крышке написано, что у этой лапши всего лишь 285 калорий. Что как бы намекает: ешь эту лапшу и не потолстеешь. Ладно, про отличия мы поговорили, но давайте посмотрим, что же внутри каждой этой лапши. В классическом, как вы знаете, лежит просто лапша, сразу же там высыпаны все вот эти вот овощи сушеные.
И всего лишь один пакетик с суповой основой. Что касается Shin-Ramyun Black, здесь немножечко все поинтереснее. Во-первых, почему-то более мелкая баночка, вот сравните. Обратите внимание, здесь уже два пакетика с суповой основой, а второй, вот как я понимаю, это тот самый экстракт грибов шиитаке. Ну и третья лапша, конмён Shin-Ramyun, сушеные овощи отдельно. Здесь написано, что нужно обязательно добавить вот это вот маслица. Третий пакетик у нас это вот просто суповая основа. Не знаю, острая вот эта лапша или нет. Но сегодня мы как раз-то и выясним. Потому что по своему виду, вот то, что она такая, знаете, белая, кажется, что она не острая. Возможно, она вообще какая-нибудь куриная. А нет, вот на картинке нарисована говядина, значит, это все-таки не куриный. Прикольно, интересно, сильно ли отличается по вкусу? Потому что, вы знаете, все, что жареное, оно обычно вкуснее. В упаковке от Shin-Ramyun Black больше всего вот этих вот сушеных овощей, и там есть прям большие куски сушеных грибов шиитаке. Я раньше как-то не обращал на это внимание, но вот при вот таком сравнении это бросается в глаза на самом деле. Короче, настало время попробовать и выяснить, какой из этих Shin-Ramyun'ов самый лучший. Всегда стряхивайте вот так пакетик, чтобы вся приправа попала в итоге в лапшу. А то бывает, что в верхней части она скапливается, и когда вы открываете пакетик, она высыпается на стол. Знаете, второй пакетик достаточно такой плотный, толстый. Такое ощущение, что здесь даже больше вот этой приправы, чем вот в том первом пакетике. Ой, вот то, о чем я и говорил. Вот видите, рассыпалось. Плохо встряхнул. Две горочки внутри. Ой, смотрите, здесь тоже есть грибочки. И достаточно большие. И... ну... совсем не так уж много масла. Ну-ка, сейчас попробую, что это за масло. Ну, обычное растительное масло. Заливаем строго до отметки, которая указана внутри наших пачек с лапшой. Ну а пока мы ждем, когда наша лапша запарится, я вас призываю подписаться на мой телеграм-канал. Там я регулярно публикую уникальный контент. Например, недавно я рассказал, чем отличается специальный холодильник от кимчи от обычного, для чего он нужен корейским семьям. Ну и раз в неделю я всегда провожу там прямой эфир со своими подписчиками, поэтому подписывайтесь, там очень интересно. Всех вас жду. О, знаете, друзья, запах уже стоит невероятный. Я очень люблю Shin-Ramyun. Для меня это тоже, знаете, такой вкус, как... О, вы знаете, а внутри Shin-Ramyun Black такой более, я бы сказал, более мутный, что ли. Я имею в виду бульон. Но здесь обычный красный Shin-Ramyun. Я имею в виду красного цвета бульон. Мне кажется, самое интересное, смотрите, какая здесь лапша. Вот, смотрите. После того, как она запарилась. Она и даже в запаренном виде выглядит по-другому. Ну что, момент истины настал. Давайте начнем с Shin-Ramyun Classic. Я на самом деле ем эту лапшу регулярно, достаточно часто, поэтому по большей части я сейчас буду пробовать для того, чтобы... это будет отправная точка, потому что этот и этот Shin-Ramyun явно отличаются. Я этот вкус узнаю с 1000. Острота как надо. Все в лучших традициях. Знаете, все-таки классический Shin-Ramyun потрясающий. Вот вкус на все времена. Даже, вот знаете, вот этот красный доширак, по факту, компания Коя, которая произвела в свое время и придумала вот этот вот нами всеми любимый дошик, красный я имею в виду, он, собственно, и слизан с этого Shin-Ramyun. То есть там в основе вкуса лежит именно вкус Shin-Ramyun классического. Для чистоты эксперимента я прополощу рот. Сейчас мы будем пробовать Shin-Ramyun Black. И знаете, я на самом деле очень люблю эту версию данной лапши. Если вы вдруг не знаете, то в 2020 году какой-то, я не помню название, но очень известный сайт, который занимается вот тоже обзорами, ревью и так далее, признали Shin-Ramyun Black самым вкусным раменом в мире. Именно самой вкусной лапшой быстрого приготовления. Он обогнал все японские, китайские, индонезийские лапши. И именно Shin-Ramyun Black был признан самым вкусным. Не знаю, как сейчас, но, по-моему, он вроде до сих пор держит первенство. Ну, а по популярности, мне кажется, Shin-Ramyun может посоревноваться только какой-нибудь пультак. Вы наверняка ели пультак. Если вдруг не смотрели мой обзор, обязательно посмотрите. Ну, кстати, пахнет немножко по-другому. Интересно. Вы знаете... по сравнению с классическим,
этот вообще не острый. Это вот лишний раз доказывает то, что те, кто утверждает, что Shin-Ramen Black просто острее, чем классический, они не правы. Он реально по вкусу немножко другой. Он более мягче, но при этом у него более сильный вкус с точки зрения насыщенности. Тут действительно чувствуются какие-то другие нотки. Я не скажу, что это нотки грибов, но он действительно отличается. Да, этот острый, но этот более насыщенный. Вот я сейчас вот этот глотнул, бульончик, и я почувствовал прилив остроты. Вы знаете, мне вот этот больше нравится, чем классический. Я раньше никогда об этом не задумывался и так вот в лоб не сравнивал. Но если вот именно в лоб сравнивать, то этот реально вкуснее. Прям вот реально другой вкус. Ну что ж, давайте попробуем самый полезный рамен. Я имею в виду, который не обжаренный. Я на самом деле, друзья, в предвкушении, потому что лапша выглядит иначе, бульон выглядит иначе. Кстати, пахнет тоже иначе. Есть ощущение, что здесь как будто китайский сучанский перец. Странно. Лапша дрянь. Ну, в смысле, она на вкус какая-то как будто без хорошей текстуры. Она слишком какая-то мягкая, какая-то легко жуется. Ну, что-то не то. Короче, сама лапша не очень, а вот бульончик что-то еще не понял. Не, здесь как будто бульончик чуть понасыщеннее. При первой пробе показалось, что он такой же, как здесь. Но вот сейчас сравнил в лоб в лоб. Не, здесь он такой полегче. Короче, какой мой вердикт? Если сравнивать вот эти три Shin-рамена лоб в лоб, то Shin-рамен Black, он самый вкусный. Бульон самый вкусный. Ну, лапша примерно такая же. Да, наверное, не примерно, а такая же, как вот в классическом. То есть хорошая, жевательная, особенно если вы подержали на 4 минуты, то она немножко такая, знаете, упругая, немножко как бы аль денте. В общем, как я люблю. Ну и сам бульон здесь просто невероятный. Он реально, он просто вкусный. Он, во-первых, кажется нажористым, наваристым, не таким острым и очень вкусным. Не, на самом деле вы не подумайте, что этот Shin-рамен не острый. Он острый, еще как острый. Просто на фоне вот этого, возможно, благодаря насыщенному вкусу, дополнительному вот это вот пакетику с порошком, он кажется просто немножко более мягким. На самом деле он просто кажется более густой, наверное, не очень подходящее прилагательное к нему, но он просто более вкусный. Так что, друзья, Shin-рамен Black – наш выбор. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. В следующий раз, когда вы зайдете в магазин и будете выбирать себе рамен на вечер под просмотр, например, дорамы, вы сделаете правильный выбор, основываясь на моих рекомендациях. Если же вы любите покупать классический Shin-рамен, знаете, такой в пачках, который надо варить, то я рекомендую его есть именно как корейцы, то есть добавлять дополнительные ингредиенты. А именно зеленый лук, яйцо. И если хочется больше нажористости, то киньте туда еще плавленый сыр. Иногда я еще рекомендую добавлять туда кимчи. Но это, знаете, более такой похмельный вариант. Когда вы просыпаетесь с утра после хорошей пьянки и хочется немножко такого остренького, кисленького, солененького. Вот это будет идеальный вариант. В общем, у меня на канале есть рецепты, как приготовить Shin-рамен вкусно, поэтому обязательно гляньте, я ссылочку оставлю в описании. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!